Доброго времени суток, дорогие друзья. Что-то я сейчас вот плетусь и понимаю, что был настолько тяжелый день. Я в такой вот тунике, брюках, своих кроссах-кедах, которые уже такие раздолбанные полностью, но это не важно. Понимаю, что я ими успела отбить пятку, пока сегодня ходила. Вот. И настолько много было движений по городу, что меня тянет задняя сторона ноги. Вот. Ну ладно, это не суть. Мне кажется, что если бы была возможность больше высыпаться, вот, сегодня вообще была сумасшедшая ночь. Ночью мама вещала, что как правильно. Вот, так что выспаться мне не дали, но и вот это вот состояние я сегодня чувствую. Вот. Что? Меня прикололо то, что спорттовары сделали себе, как спортмастер, синий, красно-белый. Это я вот сегодня обнаружила. Вот. Еще вот это вот общежитие за мной на Якова Колоса, оно всегда, сколько я себя помню, принадлежало БНТУ. А насколько было мое удивление, когда я увидела, что на нем РТИ написано. Ну, в общем, БГУИР, который сейчас их название. Вот, так что интересно. И столовая там БГУИРа тоже. Вот, куча много открытий. Вот, замечательный закат. Не видно. Но транспорта нет. Вот, я что еле плетусь, слушайте, вообще. Вот, я успела сегодня поработать, отдать еще часть товара. Мне неожиданно еще одна из мастеров позвонила, что срочно нужно. Вот, как бы не вопрос, пересеклись. Поработала, классифицировала, что еще у меня там есть по наличию. Вот, и да, день достаточно продуктивно прошел. Неудивительно, что я устала на фоне того, что фактически, можно считать, спала 3 часа. Вот. Ну что же. Сейчас посмотрю, когда мой транспорт, и что-нибудь вам еще расскажу по поводу нашего ремонта. О, отлично. 5 минут. Вот. Суть такова. Вчера успели сделать обои и плинтуса, и извините, край балки вот этой, которая у нас в проходе. Вот, я это все вам тоже поснимала. Нервов дало это, конечно, очень много, потому что с 3 до 8, как я пришла и был рабочий, мама не разговаривала спокойно, она просто орала на всех. Вот, все были козлами и вообще. Потом вот эта замечательная ночь. В итоге я в состоянии нестояния была с самого утра. Голова перестала болеть в районе 2 часов, наверное, дня. Вот, и то благодаря таблетке. По-другому не получалось никак. Ни массажами, ничем остальным. Вот, глаза болят до сих пор. С переменным успехом. Вот. И как-то, честно, стрёмно двигаться домой, потому что мне сегодня был устроен смерч, смертельный случай с вариантом того, что я неправильно ем. Вот. И это при том, что я жарила кабачок. Вот. Так что очень весело.
проходят мои дни. Вот. Ну и, соответственно, я вот решила в такое цветное одеться, чтобы хоть как-то себя встряхнуть в хорошее настроение, потому что меня, когда человек, когда привык, что он всегда в хорошем настроении, и когда его кто-то другой угнетает, то я не знаю, как кому, а мне, например, не сильно комфортно в такой ситуации. Да, я думаю, что любому будет некомфортно. Вот. Плюс ко всему, сегодня в 8 часов утра притащились грузчики, переставили мебель из моей комнаты в мамину. Вот. Так что я могу более-менее вздохнуть. Вот. Когда я смогу привезти шкаф, честно говоря, я не знаю, потому что у меня сейчас выручка никакая, нулевая. Вот. И посмотрим, что-то будет. Вот. Пока, по крайней мере, пока я очень сильно устала от всех этих эксцессов, что ставьте так, делайте не так. А потом мы же говорили, что лучше делать по-другому. И пошло и поехало, и кто прав, кто виноват. Устала. Вот эти вот последние 2 недели особенно очень тяжелые, после стяжки, после всего. Вот. Но я надеюсь, что можно хоть как-то выдохнуть, хотя бы на пару месяцев, потому что мама себе в голову вкрутила, что обязательно нужно делать в моей комнате потолок. Вот. Хотя он совершенно замечательный, и ему ничего не нужно, но она видит какой-то серый подтон. А это означает, нужно будет переклеивать обои и вполне возможно восстанавливать лакировочное покрытие у паркета, потому что все готово, стены, пол готов. Как смывать потолок и делать его, не знаю. Вот, в общем, как-то так. Так что мой приехал. Всем пока. Спасибо.